Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой таро-прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но у нас сегодня удивительная колода таро языческих кошек. На мой взгляд, кошки самые обыкновенные, но прорисовка этих карт, она очень добрая, это раз. И здесь больше действия, то есть конкретных подсказок, как поступить. И я так надеюсь, мои дорогие водолеи, вы свою ситуацию сумеете переложить на вот эти метафорические образы карт и подсказку какую-то для себя определенно получите. Ну и самое главное, мы проведем с вами приятно время. Итак, вот перевернулись две карты для вас. Вот посмотрите, четверка кубков. Сидит кот и сожалеет о том, что было. Разлитых вот каких-то 3 кубка. И вместо того, чтобы сидеть о чем-то сожалеть, сидит возле реки. Обстановка спокойная, такая умиротворяющая. И чересчур расслаблен уже кот. А по сути-то надо развернуться на 180 градусов и увидеть вот эти кубки. И он как будто, посмотрите, хвостом обнял этот кубок. Он как будто даже знает, что да, не все потеряно, или не имеет вот эти 3 кубка разлитых уже какого-то значения, но он продолжает сидеть. Поэтому эта карта четверка, пятерка, точнее, кубков, это карта апатии, это карта где-то депрессии или попросту какой-то хандры. Иногда бывает такое состояние из-за того, что мы очень устали, поэтому режим труда и отдыха так отчасти нам уже карта говорит: ты контролируй, чтобы было достаточно физических, так и душевных сил осуществить что-то вдвойне, потому что вторая карта у нас одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. У вас прекрасный период, как будто карта говорит: удели этому внимание. Каким образом к тебе приходят деньги, каким образом ты зарабатываешь, или твои планы на будущее. У кого-то из вас это просто может быть сожаление по поводу финансовой ситуации, которую вы предполагали, что она будет развиваться каким-то одним путем. А здесь может быть и есть разочарование, либо деньги в меньшем объеме пришли, либо что-то не состоялось, но все равно эта карта говорит, что сейчас продуктивный период, и надо просто не сожалеть о чем-то или не заглядывать в прошлое, ведь это уже случилось, это не имеет значения, а как раз увидеть какие-то новые возможности. Вот давайте, тут у кого-то может быть просто получение денег на этой неделе, может быть тех денег, которые долгое время по каким-то причинам задерживались. Но свои возможности определенно стоит увидеть. Первая карта у нас будет называться «Что важно знать» или «Что будет в приоритете, по мнению карт, для вашего знака». Чего не избежать? Неожиданности, мои дорогие водолеи. Чему сейчас не время или что может помешать, а что будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни: дело, работа, бизнес, энергия денег, посмотрим, и личная жизнь, как видят карты. Итак, что важно знать? Ну, вообще можно завершать уже гадание, потому что карта мага, мои дорогие, все в вашей власти, все в ваших силах. И правда, когда выпадает карта мага, вот он так изображен, со всеми стихиями этот милый котик умеет взаимодействовать. И он все абсолютно держит под контролем. Все как положено, lemniscata на голове и очень внимательно сосредоточенный взгляд, несмотря на то, что это таро кошек. Но есть одно но. Когда выпадает карта мага или, кстати, аркан сила, это больше энергия манипуляций. С одной стороны, карта говорит, в отношении вас тоже могут быть манипуляции, поэтому держи ухо востро, не расслабляйся. Здесь ни разу не про расслабление или про какие-то призрачные надежды на то, что все разрешится само. Нет, только от приложенных усилий. И если вы маги и волшебники на этой неделе, вы можете себе словно наколдовать, вот как по пятерке кубков нам карта перевернулась и сказала, что хандра, апатия, вот такое состояние внутреннее может быть. Так вот, если мы себе позволим подобную, где-то душевную слабость или сожаление о прошлом, а ведь ментальность, согласитесь, ментальность та, которая сегодня у нас есть,
Она формирует завтрашний день. И если мы себе позволим какую-то хандру, то мы себе как будто ее перенесем в будущее. Вот, видимо, поэтому как сомневаться в себе, как начать анализировать прошлое, это не имеет значения. Когда выпадает карта мага, это только момент здесь и сейчас. Видеть, что происходит вокруг вас, причем без эмоций. Карта маг – это карта холодная. Это больше логики, здравого смысла и, безусловно, манипуляций. Как решить тот или иной вопрос, как обустроить то или иное дело, как заработать, может быть, больше денег или согласовать какие-то документы. Но все в вашей власти. Главное, как вы для себя провзаимодействуете, повторюсь, с обстоятельствами, какие мысли или что у вас как будто в сознании, в ментальности. И третий момент, когда мы не рискуем собой, мы все подмечаем, соединяем как и внешнее, так и внутреннее, и тогда, наверное, для нас откроются как и новые возможности, или мы их увидим, что-то нестандартное. А вы, мои дорогие водолеи, этим ваш знак и отличается, что вы допускаете иррациональное. Вы умеете видеть мир глазами ребенка. Многие из нас уже разучились с течением лет, а вы можете себе это позволить. И, кстати, 21 января Плутон переходит из знака статусного, из знака закона, порядка, такого сложного знака Козерога, ваш знак – это больше свободы, это больше вдохновения, это больше нового творчества, самого себя, как будто в новом каком-то ключе. Вот такое с учетом карты маг вы можете прочувствовать на этой неделе. Ведь правда, передо мной открывается много возможностей. Неожиданности. Вы знаете, это нам «закрой прошлое дверь», нам говорят. Не совсем тут про неожиданности, хотя по этой карте десятка мечей вам могут. Все-таки почему-то она выпадает вам в позиции неожиданности. И значит, люди, какие-то события, которые отдаленно, может быть, напоминают ту ситуацию, в которой вы уже были, которую вы уже пережили. Или, если это в контексте людей, сами люди могут о себе напомнить. Или словно подобное, схожее с тем, что вы переживали, может быть, прежде, или какие-то обстоятельства могут сложиться. Но первое, что нам говорит карта – вот то, что было раньше, оно не имеет значения. Вот какой-то прежний даже опыт ты как будто не переложишь, как вот если мы рассматриваем как метод, ты уже не переложишь на сегодняшний день. Для тебя с новыми условиями, с новым каким-то подходом. И, по сути дела, это ломка шаблона, ломка каких-то стереотипов. И закрой в прошлое дверь, может быть, поэтому, как в неожиданностях вам выпадает эта карта и говорит, сейчас это не имеет значения, не отталкивайся от прежнего какого-то опыта. Может быть, для вас это именно будет актуально, что-то сделать по-новому или свои возможности, способности приложить к какому-то новому делу. Или вообще, если согласование, может быть, с другими людьми, и продумайте, тут ведь может быть очень тонкий нюанс, поскольку вам выпадает карта мага, но у вас большие возможности, это правда. К чему сейчас не время или что вам может помешать? Выпадает карта, мои дорогие, вообще это ваша карта, королева отчасти, поскольку это мечи, это воздух, королева мечей. Королева мечей, пусть не в этой колоде, в герметической колоде Таро, это прообраз Юдифи, как известно, я уже не углубляюсь в историю, как известно, Юдифь как отрезала, так отрезала. И здесь рационализм, абсолютно холодный просчет какой-то ситуации, и когда надеяться нужно на самого себя. Но это есть еще элемент, если мы говорим про Юдивь, это есть элемент риска. И поэтому в позиции, чему сейчас не время? Не время риску, мои дорогие. От начала и до конца. Не время думать, что я все просчитал, не может быть в каком-то деле или в намерении вашем, да, может быть, это как знаете, какая-то последовательность даже ваших действий. Так вот, не думать, что я уже все просчитал даже в этой последовательности. Значит, что-то может пойти не так. Или
отчасти с десяткой мечей, если мы опираемся на наш прежний опыт, и всегда какое-то дело, как будто, вот есть такое выражение, прокатывало, сходило с рук, или всегда срабатывал ваш какой-то метод. Вот здесь он может не сработать. Правда, здесь нужно сделать что-то совершенно по-другому. Не время, может быть, от чего-то отказываться, не время выносить какие-то ну, такие важные суждения, безапелляционно кому-то что-то заявлять. Или, знаете, не время где-то думать, что вся как бы концепция того вопроса или дела, она заключена только в вас, мои дорогие водолеи. Почему? Потому что у вас карта мага, и вам придется взаимодействовать с людьми. Здесь, знаете, видимо, та неделя, когда один в поле не воин, и вам нужно быть серым кардиналом и искусным манипулятором, нежели этой Юдивью, мои дорогие. Что будет помогать? А вы знаете, будет помогать умелая работа с информацией. Я называю пятерку жезлов карты информационного хаоса. Будут помогать, может быть, как ни странно. И как раз эти дни в преддверии перехода Плутона в ваш знак, они могут отличаться особой турбулентностью. Это может быть сам по себе, как вот информационный хаос, когда утром пришла одна новость, днем вторая, а третья пришла вечером и отменила две предыдущих. Или вы столкнулись с людьми, которым невозможно доверять, не понадеешься ни ответственности, не потребуешь. Утром он тебе пообещал, к вечеру он уже изменил мнение. Вот вам где-то такая хаотичность информационная как будто помогает. А почему, может быть? Помимо того, что ну, где-то придется правильно анализировать, а у вас большие возможности, и у вас как будто это получится. Есть еще и, знаете, как будто, ну, правда, может быть, вокруг вас такая обстановка или энергетика этой недели, когда каждый будет занят каким-то своим делом. Или каждый будет больше углубляться в решение того вопроса, который у человека отдельного болит. Они как будто не видят чего-то очень важного. Или они не могут соединить воедино какие-то события, которые происходят вокруг них. Или они не могут допустить иррациональное, а вам как раз это видение будет дано. Вы маг, а у них хаос. И у вас какие-то особенные, мои дорогие, возможности на этой неделе, если мы сравниваем с другими людьми. Или если мы сравниваем или говорим об информации, с которой нужно умело провзаимодействовать, но провзаимодействовать, не давая никому обещаний, не говоря, что я тебе приду на помощь, или не говоря о том, что, допустим, да, я с точкой сделаю это. Здесь увиливать придется, здесь придется, правда, от начала до конца манипулировать. Но для вас, видимо, вот этот вот даже хаос какой-то, вот как слова Эйнштейна, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот будьте гениями. Как будто хаос на этой неделе неизбежен, но он вам, как ни странно, помогает. Что скрыто? А вы можете не видеть какой-то ситуации, как она может развиваться потом. Почему нам выпадает, вам, мои дорогие водолеи, выпадает карта мага и манипуляций. И я вот только что сказала, мы не говорим никому «да», и мы не говорим никому «нет». Мы не даем каких-то зароков, обещаний, аккуратно быть с документами, не подписывать по возможности какие-то документы, а вот как раз, если и приходится это делать, особенно для тех, кто занимает высокий пост или в сферу ваших обязанностей как раз и входит какой-то контроль или визирование какое-то свое документов, вот здесь нужно себя как будто обезопасить на годы вперед. Карта старшего аркана справедливость. Как будто понимать, что если я сейчас ставлю подпись под каким-то документом, то я беру на себя ответственность. Если я сейчас кому-то даю обещание зарок, значит, я тоже на себя накладываю какие-то обязательства. Это карта причинно-следственных связей. И здесь нам говорят, помни, как аукнулось, так и откликнется. Вот даже пусть пройдут какие-то года. И правда, по Плутону в вашем знаке не рекомендуется, как играть в азартные игры или
брать где-то, ну, я не беру ипотеку, какие-то мутные сделки, понимаете? И если даже прежде можно было попытать в чем-то удачу, то Плутон в вашем знаке не оставляет возможности, потому что как будто даже если мы, ну, вот в разделе вот сделок каких-то или каких-то сомнительных соглашений с какими-то тоже непонятными людьми, подписываем договор, то даже, может быть, пройдет 5-10 лет и прилетит какая-то обратка. Вот это помните, это в позиции скрыто. Выпадает, по сути дела, юстиция или аркан справедливости. Вы можете не видеть, как разовьются впоследствии события еще на этой неделе. Поэтому, мои дорогие, не подвергайте себя риску и не говорите никому ни да, ни нет. Будьте искусными манипуляторами от начала до конца. Дело, работа, бизнес. Будьте в своих энергиях. Вот посмотрите, если нам выпала королева мечей, но это чему сейчас не время. Энергетика другая, я обрисовала. А по королю мечей дела, работа, бизнес. Хотя мечи, придворные карты, казалось бы, да, и это ведь ваша стихия, это стихия воздух. Но что говорит, пусть не в этой колоде, пусть это другая колода, и она нам рекомендует избавься от ментального мусора. Чаще всего, надо сказать, король мечей связан как раз с согласованиями в каких-то высоких инстанциях или с представителями законной власти, или контактами с такими представителями, с представителями, ну, может быть, каких-то властных структур, мои дорогие. Вас может как будто и жизнь столкнуть. Значит, избавься от ментального мусора, чтобы вам ничего не мешало. Десятка мечей у вас, мои дорогие. И нам ведь тоже сказали: оставь прошлое в прошлом, как будто не притягивай его искусственно в свое настоящее, или не пытайся действовать теми же методами, или договариваясь с теми же людьми. Не создай, опять же, для себя риска. Будь прагматичен, будь очень внимателен. Никаких эмоций не допускай на этой неделе. Холодная карта такая же, как и где-то карта мага. По королю мечей идет интеллект и очень грамотный логический расчет или просчет, умение видеть на пару шагов вперед, как будто карта мага и короля мечей взаимно дополняют и удваивают как раз вот это значение. Поэтому будьте предельно внимательны. Конечно, у кого-то банально может проиграться, мои дорогие. По королю мечей проходит, когда нам нужно, например, получить какую-то юридическую консультацию, или мы ищем четкую информацию, как правильно поступить, или как работает закон в отношении нас. И поэтому кто-то из вас может обращаться к юристам, адвокатам для того, чтобы вам прояснили какую-то ситуацию, или как узнать, закон в отношении нас работает. Для кого-то из вас это может проиграться врачи, доктора, обследование, дантист, потому что люди, работающие с металлом, или люди узких каких-то специальностей. Но опять же, рационализм, хладнокровие и умение видеть по факту. Никаких иллюзий. Финансы. Еще один старший аркан, и это аркан Иерофант. Как будто Иерофант, кстати, нищий не бывает. Поэтому он, посмотрите, держит как раз пентакль. И все, наверное, ваши усилия на создание не просто подушки безопасности, а какого-то нового жизненного этапа с благосостоянием, со знаком плюс, и когда ваши финансы идут в рост. Вот, наверное, та шестерка пентаклей, которая перевернулась, это было не случайно. Для кого-то из вас с учетом короля мечей получить новую должность. Прекрасное время. Вообще для себя что-то, как и определить, так и начать строить карьеру. Вы можете задуматься, даже если прежде не было таких мыслей, именно на этой неделе, что хватит быть на вторых ролях или где-то там в закулисье, а пора выходить на авансцену. И у вас действительно к этому шикарные просто возможности на этой неделе. Что-то просчитать. Но, мои дорогие, вот мы с вами говорили, как хаос где-то информационный помогает, и гений над ним буквально господствует, так и где-то помогает, когда ни да, ни нет, как в детской игре. Если
Меня смотрят более старшее поколение, да и нет, не говорите. Вот была такая игра, правда, вот вам где-то быть этим магом, волшебником от начала до конца. Почему? По карте Иерофант это как будто к нам приходит то, что нам по праву положено. Или с помощью высших сил, мои дорогие. Или это может быть, конечно, у кого-то из вас, мои дорогие водолеи, и личная история какая-то проигрывается. Когда вы будете заниматься вопросами недвижимости, имущества, вам нужно что-то у кого-то через суд, может быть, решить и согласовать. Но это еще карта говорит о том, что мы учимся на чужом опыте, мои дорогие. Посмотрите, два котенка как будто слушают умудренного жизнью кота, прообраза Иерофанта. Они учатся на чужом опыте. И вот для вас, может быть, поэтому нам и говорят карты, просчитывай на несколько шагов вперед. Не подвергай себя риску. Сохраняй свой статус, все то, что ты имеешь, и только приумножай. Но деньги будут. Личная жизнь, правда, карта экзамена. У кого-то это буквально будут экзамены. Вы получаете сертификат или вы готовитесь к сдаче экзаменов, вы оканчиваете учебное заведение. И вот тот документ, который у вас вскоре будет на руках, он для вас означает прогресс. Это смена статуса, кстати, и об этом нам тоже отчасти все карты свидетельствуют. Вот которые выпали, и, кстати, статусная карта Иерофанта, что будет меняться, я сказала, наш заработок или как будто прогресс увеличиваться. И вот как раз это то, чем вы будете, может быть, заниматься, как подготовка к этому экзамену. И тут очень успешно как раз есть возможность его сдать. Для кого-то же из вас это жизненная ситуация и жизненный экзамен. Вы какой-то гештальт как будто закрыли уже, я могу предположить. И теперь для вас будет очень важно выработать свою какую-то стратегию на будущее. Переступить вот через этот порог, который между прошлым и будущим. Вот какое-то пороговое значение, если так, ну, как альтернативное выражение взять, может быть на этой неделе. Как будто, вот представьте, когда мы открываем дверь, допустим, входя в дом или в кабинет, а в кабинете где-то открыта форточка, окно, мы всегда на пороге чувствуем какую-то турбулентность, как будто состояние шторма, сквозняк. Вот что-то подобное, я надеюсь, вы меня правильно понимаете, можете вы ощущать на этой неделе. Потому что словно переступить через этот порог, мы не знаем, что нас там ждет. Чувствую вот эту турбулентность или вот эту, ну, где-то ветренность, или какой-то новый запах, или, ну, вот тот, может быть, кабинет, в который мы первый раз входим, или то помещение, где мы раньше не были. Нас может где-то, ну, сковывает страх, такое тоже может быть. Но как будто мы точно знаем, что и назад мы не должны пойти. Мы уже и не хотим идти назад. Наша дорога только вперед. Вот что-то подобное, мои дорогие водолеи, оно может быть у вас на новой неделе. И знаете, пусть нам не говорят про любовь. Ни одна карта про любовь не выпала. Ну, наверное, потому что карта мага. Тут, правда, дела, работа, бизнес. И вы сами в центре ваша личность. И, наверное, наметить планы на будущее. Для себя, может быть, выяснить какие-то вопросы в настоящем. Для того, чтобы правильно составить как минимум тезис-план на последующие дни, недели будет очень актуально. Потому что, повторюсь, 21 числа Плутон как раз переходит в ваш знак. И как захочется, знаете, это жизнь с новым вкусом свободы. Но эту свободу, она не должна перерасти в какую-то бесшабашность. Ваша свобода должна означать карту мага. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.